Привет из Беларуси. Я недавно вернулась из отпуска, и вот такой подарок меня ожидал. Муж мне сделал новый стеллаж. Вас, наверное, будет интересовать эта конструкция, потому как в наших условиях и цветоводам-любителям, и тем, кто занимается профессионально, выращивать цветы без досветки практически невозможно, если вы хотите получить раннее цветение к самому сезону. Ну, а тем, кто, как я, зарабатывает на выращивании цветочной рассады, тем вообще не обойтись без досветки. У меня есть лампы Днаты, но Днаты, как вы знаете, они очень энергоемкие, требуют больших расходов. И со временем тоже любая лампа изнашивается, дает меньше освещения, поэтому требует замены. Ну и поскольку уже время подошло, мы решили, что попробуем сделать вот такой вот стеллаж. Стеллаж этот покупной, то есть мы сами ничего не придумывали. Стеллаж для складских помещений. Длина полки 120 сантиметров, ширина 60. Почему я взяла такую широкую полку? Я сею в ящике, размер который 60 на 30. И как раз мне получается очень удобно будет вот так вдоль эти ящики ставить. Ну, конечно, мы будем выращивать с вами не только в ящиках, но и в разной другой таре, да, и в кассетах тоже. Поэтому, ну, чем больше, тем лучше. Вы знаете, что всегда не хватает места. Даже если ты все рассчитаешь, то выйдет так, что всего получится больше. Места не будет хватать ни на полках, ни в теплице. Так что можно, и у кого, значит, позволяет расстояние не только 1,20 м, но и 1,50 м брать, да. То есть это разные стеллажи, их можно купить разного размера, полки тоже по ширине могут быть разные, поэтому вы можете выбрать то, что вам подходит. Расстояние между полками 30-35 сантиметров, вы это подбираете в момент сборки, потому что все это собирается самостоятельно, стеллаж продается в разобранном виде. Единственное здесь усовершенствование – это, конечно, свет. Сейчас мы с вами подробно остановимся на этом вопросе, потому что, ну, конструкция сама по себе очень простая здесь. Сделано все довольно аккуратно. Почему лампа не крепится прямо вот сюда, к полке? Потому что хотя полка 120 сантиметров и лампа тоже 120 сантиметров, но получается, что вот такое здесь USB крепление идет в лампе на торце. С одной стороны и со второй, именно проводов. И это удлиняет размер лампы, и она уже вот сюда не входит. Поэтому пришлось придумать вот такую конструкцию, как бы навесную, да, для лампы. Ну, эта конструкция тоже несложная. И сделано все довольно аккуратно. Давайте посмотрим поближе, как же крепятся лампы к полкам. Вот такая железная направляющая. Аккуратно клепками прикрепляется. Она довольно серьезная здесь, да. С двух сторон только прикрепляется клепками. И такими же клепками вот крепятся разъемы для ламп, которые продаются вместе с лампами. И все, лампа просто защелкивается. И со второй стороны тоже так сделано. В общем, так сделаны все полки. Выглядит все очень аккуратно. Мне, в общем, конструкция нравится. Ну, еще раз покажу, да, что выключатель прямо на лампе. Можно выключить. Если, допустим, вам не нужны полки, вы просто выключаете эту полку, и от розетки все работает уже то, что только включено у вас. Ну, точно так же можете включить. Хорошая конструкция, мне очень нравится. Удобно, красиво. Полка железная. Будет естественно, что у нас тут и вода будет протекать где-то, и грунт просыплется, не без этого. Надо будет и вытереть, и убирать. То есть, ну, железо в этом плане, оно более надежное. Тем более здесь такое железо, да, покрашенное. Ну, в общем, вот, пожалуйста, конструкция. Пользуйтесь. 4 полки. Можно сделать 5-ю. Ну, пока мне хватит и 4. У меня еще лампы Днаты есть. Поэтому, если не хватит вдруг у меня, то тогда поставлю дополнительно лампы.
Так, лампы показываю вот такие. Я не думаю, что нужно искать именно такие, ну, по характеристикам смотрите. 20 ватт, 6500 кельвин, 120 сантиметров, 1200 миллиметров. Теперь вот эти USB разъемы, видите, я говорила о том, что они удлиняют размер лампы, поэтому лампа не входит прямо в полку сюда, хотя мы рассчитывали, что она сюда войдет, но крепления вот эти не позволяют ее поместить. С одной стороны такое и со второй. Вот эти вот крепления, они продаются вместе с лампами, и, значит, две лампы вместе можно скрепить. Это очень удобно как раз для таких конструкций. Ну, плохо здесь, конечно, видно. Ну вот пришлось здесь, лампы между собой скрепляются, тоже специальный проводок продается, но он только 5 сантиметров между лампами. Поэтому пришлось нам самостоятельно удлинять, чтобы расположить лампы подальше друг от друга. Вот. Какой расчет делается расположение лампы? Здесь все просто по конструкции полки. Поскольку полка еще дополнительно укрепляется, да, вот посередине идет у нее такая тоже направляющая железная, с которой вот она так и продается. Поэтому пришлось поделить пополам еще и поставить посерединке лампы. То есть все делится как раз, все очень просто, да, в стеллаже в этом. Что еще вам показать? Это вот такая умная розетка, которую мы тоже будем ставить. Она программируется. Можно тут несколько режимов поставить. Но нам главное включение и выключение в определенное время. То есть 14-16 часов программируется. И все лампы включаются в эту розетку. Вот пришлось сделать такую конструкцию еще самостоятельно. То есть все лампы сведены в одну вилку. Ну, это уже тут, да, самодельная такая конструкция, тоже муж сам сделал. Вот. И в одну розетку. Сюда же будет умная розетка ставиться. Все крепления, как видите, продаются вместе со стеллажом. Вот. И собирается все довольно просто, самостоятельно. Еще вот эта фольга, да, для чего она нужна? Для того, чтобы свет отражался и оставался именно здесь, над растениями, над полками, а не расходился по всей комнате. Вот для этого обычно такие стеллажи все фольгой с 3 сторон и застилаются. Где мы брали такую фольгу? Это для теплого пола фольга. Я вам даже покажу здесь. Видите, вот такая разметочка идет. У нас она продается метражом. Мы вот взяли тут 3 куска таких и склеили ее. Получилась очень хорошая, красивая конструкция. Ну, вот такой у меня новый стеллаж получился. Здесь помещение очень теплое, это котельня, оно хоть и небольшое, но теперь будет постоянным местом жительства вот для стеллажа и для моих цветов. Я вас приглашаю на свой канал. Давайте вместе выращивать красивые цветы. Давайте делать этот мир лучше. Поздравляю вас с Рождеством и Новым годом. Пусть Новый год принесет нам новые надежды. Пусть ваши родные будут здоровы, счастливы. Пусть будет благополучие в вашем доме. Сохраняйте эти теплые и хорошие отношения с теми, кто вас любит, с теми, кого вы любите в этом неспокойном мире. Ну, а я с вами на сегодня прощаюсь. У меня все. До свидания. Надеюсь, до скорого.